Зима становится тяжелым испытанием для большинства животных. Но когда одни истощаются и расходуют запасы энергии, другие обретают неслыханную силу. Объединившись, они могут бросить вызов настоящим титанам Севера. Тем не менее, сдаваться никто не планирует, и порой погоня выливается в ожесточенное противостояние. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и тема сегодняшнего выпуска – зимняя охота волков. Серые волки, как никто другой, подготовлены к самым снежным и суровым зимам. Легкий летний наряд меняется на длинную густую шерсть, которая спасает от пронизывающих ветров и холодных зимних ночей. А мощные лапы и потрясающая выносливость помогают перемещаться даже по глубокому рыхлому снегу. Однако главной проблемой по-прежнему становится поиск пропитания. Несмотря на условия, волки проходят до 50 км в день, и это помогает им не остаться голодными. Если в теплое время года разнообразить диету можно зайцами и даже грызунами, то в такую пору стая делает ставки исключительно на крупную цель. Зимой расходовать драгоценные силы впустую – непозволительная роскошь, поэтому волкам важно заранее оценить стадо потенциальной добычи. Для этого лучше всего подходят равнины, где хищники на расстоянии могут выбрать одну из нескольких эффективных тактик. Конечно, в таком случае олени вряд ли станут ждать, но их бегство поможет определить слабых особей, одна из которых и станет первостепенной целью. В зависимости от размеров стаи, волки могут позволить себе преследовать сразу несколько целей. Это задача для молодых, сильных и выносливых. Остальные в это время пресекают пути к отступлению или готовятся сменить уставших загонщиков. При этом нападающие успевают отслеживать успехи своих союзников, в надежде, что кому-то удалось найти более простую мишень. Олени также пытаются использовать рельеф в свою пользу. Сворачивая в лес, они имеют больше шансов оторваться, ведь волкам труднее пробираться сквозь ямы и корни деревьев. К тому же они теряют цель из вида. Однако большое сердце и развитые легкие помогают подолгу преследовать добычу, не сбавляя темп. Глубокий снег заметно усложняет перемещение как для жертвы, так и для охотников. Конечно, с длинными ногами в этой ситуации бежать заметно проще, но это имеет и обратный эффект. Достаточно одной ошибки, и шаткий баланс рушится. Оступившийся олень моментально выбирается в качестве объекта атаки. Настигнуть цель – непростая задача, но повалить ее – куда более опасное мероприятие. Тяжелые копыта в распоряжении паникующей жертвы могут нанести смертельный удар, поэтому очень важно совместить усилия, чтобы зафиксировать добычу и как можно быстрее усмирить ее. Здесь все зависит не только от силы, но и от опыта, и порой самые матерые члены стаи способны в одиночку повалить превосходящую в размерах добычу. Хотя даже у таких сплоченных охотников далеко не всегда все идет по плану. В начале зимы копытные еще полны сил, и взрослые самцы также объединяются, чтобы выжить. Когда ни один из них не показывает признаков слабости, волки оценивают риски и принимают решение искать более легкую мишень. Несмотря на отточенную тактику, в среднем лишь одно нападение из 4 оканчивается для волков успехом. У оленей также есть фирменный прием, часто помогающий избежать лишнего внимания. Они специально переходят на легкий бег, высоко поднимая ноги. Всем своим видом животные показывают, что полны сил, и погоня за ними лишь напрасная трата времени. С ростом численности стаи волкам нужно кормить все больше ртов, но это увеличивает и мощь охотников, поэтому они обращают внимание на таких гигантов, как бизоны. У одиночки не так много шансов даже против детеныша. Невзирая на провокации, тот совсем не думает паниковать и спасаться бегством. Но ситуация меняется, когда за дело берется целая стая.
Жизнь бизонов зимой далека от беспечности. Им приходится мириться с куда более скудным кормом, ведь каждая особь в стаде пытается прокормиться за счет жалкой растительности, спрятанной в толще снега. Но эти гиганты неспроста собираются вместе, ведь это дает им лучшую защиту от хищников. Противостояние двух враждующих видов поистине эпичное, ведь бизон, в 10 раз превышающий волка в размерах, является, пожалуй, крупнейшей и опаснейшей потенциальной добычей этого хищника. Тем не менее, голод толкает стаю на действительно отчаянные поступки, и волки не собираются отступать. В распоряжении бизонов острые рога, толстая словно броня шкура и целая гора мышц при собственном весе в целую тонну. У волков же всего лишь острые зубы. Тем не менее, задача хищников – отделить выбранную жертву от стада. И хотя гиганты не показывают признаков слабости, отточенными действиями волки все же выводят их из себя. Глубокий снег вновь вносит свой вклад, усложняя задачу как беглецам, так и атакующим. Но как только стадо разделилось, хищники бросают все свои силы, чтобы настигнуть жертву. Повалить добычу таких размеров куда сложнее, чем оленя, но после длительной погони у бизона просто не остается сил сопротивляться. И хотя он все еще может покалечить или даже убить волка, почуявшая запах наживы стая уже вряд ли отступит. Противостояние может длиться много часов, но результат того стоит. Зимой волки часто охотятся днем, но лучшее время для промысла начинается с заходом солнца. Глаза хищников превосходно видят при слабом освещении, а обоняние позволяет безошибочно проложить путь к потенциальной мишени. Застать добычу врасплох становится проще. К тому же наст после дневного солнца облегчает передвижение хищников, ведь их широкие лапы работают как снегоступы, в то время как острые копыта пробивают снежную корку, и путь отступления для добычи становится очень нелегким. Оставленная без присмотра туша часто привлекает внимание голодных соседей. Но волки не из тех, кто делится добытой с большим трудом пищей, и такие нарушители, как шакал, могут познать гнев стаи на собственной шкуре. В целом, зима становится настоящим испытанием, в том числе и для этих охотников. Но в то же время она открывает дополнительные возможности для совершенствования охотничьих навыков. Несмотря на повсеместное истребление волков в прошлых столетиях, этим искусным хищникам удалось не только сохранить популяцию, но и вернуть многие утраченные владения. И это действительно важно, ведь мощь стаи позволяет контролировать хрупкий баланс местной экосистемы. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!